конструирую кокпит, монтирую воздухозаборники и шлифую фонарь. Всем привет! Наконец-то новое видео о сборке гражданского самолета Aerobus A350 от Звезды. Сборка этой модели была приятной, за что спасибо Звезде. Но ее размеры и количество работы обескуражило меня. И я буквально сражался с этим самолетом 3 недели. Материала наснимал много, поэтому будет 2 серии. Сегодня я расскажу о сборке фюзеляжа с крылом, а все остальное будет во второй. Приятного просмотра! Эту модель презентовал мне один из подписчиков. Первое, что удивляет, размер коробки. Она очень большая. Внутри стандартная для Звезды инструкция, разбита на 16 этапов сборки. Можно сделать модель в 2 вариантах, на шасси и на подставке. Радует наличие цветной схемы окраски и нанесения декалей. Набор включает 5 литников из серого пластика и один с элементами остекления из прозрачного. К качеству литья не возникает никаких претензий. Линии расшивки ровные, в меру глубокие и точные. Кроме огромных размеров модели, радует большое количество деталей для сборки двигателей, кабины пилотов и элементов стоек шасси. Декали набора позволяют собрать демонстрационную модель Aerobus A350 с номером FWX-LV. Ливрея занимает 2 листа декалей с поражающим качеством исполнения. Все ровно, аккуратно и с безупречным цветовым соответствием. Единственное, хотелось бы больше технических обозначений и уменьшить толщину колец иллюминаторов. Уж совсем они жирновато выглядят. Во всем остальном хвала производителю. На первый взгляд прозрачные детали выглядят симпатично, но в сети абсолютно все моделисты только и говорят, что деталь лобового остекления совсем плохо стыкуется. Скоро и об этом узнаем. В качестве дополнения лист фототравления, производство Микродизайн. И собственно 2 детали подставки. Состыковав половинки фюзеляжа, оказалось, что элементы крепления изготовлены со смещением, и одна половинка заметно выше другой, что образовало ступеньку. Поэтому срезаю все элементы этого соединения. Отверстия иллюминаторов отлиты с дефектом. Шлифовка иллюминаторов в этой модели обязательна. Порадовали уникальные выступающие элементы на деталях остекления. Обычно они ровной прямоугольной формы, и постоянно приходилось высматривать, какой стороной их лепить, чтобы не установить их вверх ногами. Здесь же все легко и просто. Вероятность сделать что-то не так полностью отсутствует. В этой модели практически все иллюминаторы выступают наружу, что несколько упрощает процесс их шлифовки. При грубой шлифовке крупнозернистой наждачной бумагой легко поцарапать пластик вокруг иллюминаторов. Для его защиты наклеиваю малярную ленту. Процесс шлифовки заключается в последовательном уменьшении абразива наждачной бумаги. Я начинаю шлифовку с 320 и заканчиваю 2000 наждачной бумагой.
Иллюминаторы полирую в два подхода. Сперва автомобильной пастой и только после финишной от Tamiya. Применение двух видов полироли несколько ускоряет процесс полировки и улучшает конечный результат. Из травления предлагается заменить вентиляционную решетку на обтекателе корня крыла. Ее размеры оказались вдвое больше штатной, и непонятно, кто прав – звезда или производитель травления. Углубляться в матчасть не стал и просто начал вживлять решетку в фюзеляж. Ее необходимо установить в заподлицо, и для этого алмазной насадкой делаю посадочное место чуть больше самой решетки. Заполняю его мастикой Эпопутти. И, смочив ее водой, разглаживаю поверхность. После просто вдавливаю решетку в эту массу. Излишки смолы, попавшие в прорези, очищаю модельным ножом. Подобным образом вживляю решетку с противоположной стороны. Травление позволяет детально проработать интерьер кабины пилотов, и даже имеется имитация навигационных дисплеев, которых видно, конечно же, не будет, но и на том спасибо. Для окраски решил опробовать завалявшийся ультрадешевый водорастворимый акрил от Homa. Несмотря на низкую стоимость, примерно 40 центов за 12 мл, краска оказалась нормальной. С целью экономии можно брать. Особенно понравилась детальная проработка отсека передней стойки шасси, а с дополнением травления обрела завершенный вид. По готовности этих элементов можно приступать к склейке половинок фюзеляжа. Прежде делаю окно в брюхе фюзеляжа, для удобства дальнейших манипуляций с моделью.
Состыковав половинки, оказалось, что склеить их будет нелегко, из-за того, что одна из них кривая. И такая щель по всей длине фюзеляжа. Начал склейку, отталкиваясь от отсека крыла, выравнивая его линейкой. Именно это место важно склеить как можно ровнее, чтобы крыло состыковалось без щелей и перекосов. А дальше последовательно пропитываю стык супер жидким клеем и выравниваю половинки. Склеив половинки, оказалось, что киль кривой. Ничего лучше грубого воздействия не придумал, и таким образом вернул его на место. При этом важно передавать усилие не на сам киль, а на его основание, и уже после выравнивания можно его склеивать. Насколько ровно не старался их склеить, все равно образовались незначительные наплывы, которые удаляю поступательным движением ножа вдоль шва. Для дальнейшей обработки пропитываю шов жидкой шпаклевкой. Пока шпаклевка сохнет, примеряю остекление кабины пилотов. Меня заранее предупредили, что с этим элементом все очень плохо, и я лично в этом убедился. Эта деталь заметно больше посадочного места и имеет неправильную геометрию, так, что снизу образовывается ступенька. Пока я подгонял остекление, заметил, что оно помутнело. Попытался его отполировать, а стало только хуже. И все мои попытки исправить это полностью убили его прозрачность. Важно понимать, что эта деталь находится на одном литнике с иллюминаторами, и при этом пластик не полируется, в то время как иллюминаторы полируются без проблем. Как так, вообще непонятно. Детально изучив внутреннюю поверхность этой детали, заметил, что она имеет какое-то желеобразное состояние, и только зашкурив его, удалось вернуть хоть какую-то прозрачность. А для полного просветления покрываю деталь супер глянцевым лаком. И честно вздохнул с облегчением, ибо думал, что уже ничего с этим остеклением не получится сделать и придется закрашивать его в черный. Поначалу пытался зачищать стык надфилем, чтобы не повреждать остекление, а со временем понял, что так мне ничего не получится выровнять. Принялся шкурить без страха по всей поверхности фонаря, с мыслью, что потом его отполирую.
Чтобы проверить качество обработки шва половинок фюзеляжа и стыковки фонаря, буду покрывать его выравнивающим грунтом. Для этого маскирую иллюминаторы и остекление. После высыхания грунта стало видно, что фонарь подогнан идеально, чего нельзя сказать о шве на крыше фюзеляжа. Образовалось несколько утяжин, а в центральном отсеке крыша вообще плоская. С устранением этих дефектов пришлось возиться не один день, из-за того, что каждый слой шпаклевки требуется сушить по 10 часов. Сняв малярную ленту, зашкуриваю наплыв грунта, потом, конечно же, повторно полирую иллюминаторы и заклеиваю их покупными масками, подготавливая фюзеляж к равномерному слою грунта. На этом этапе восстанавливаю все линии расшивки. Об этом процессе я подробно рассказывал в видео о сборке Boeing 737, поэтому не буду на этом акцентировать внимание и приступаю к сборке крыла. Большой недостаток этого набора – отсутствие воздухозаборников, хотя на одном из рендеров мастер-модели звезда их презентовала. Куда они потом делись, неизвестно. Примерно по фотографиям спроектировал их внешний вид во Fusion 360. С момента, как треснул дисплей на принтере, я ничего не печатал и был не особо уверен в его работоспособности. Расположил детали вместе без трещин и отправил файл на печать. К огромному счастью, спустя 20 минут я получил нормально пропечатанные воздухозаборники. В месте их установки делаю сквозные отверстия. Вклеиваю эти детали так, чтобы они немного выступали. Смешиваю отвердитель со смолой в пропорции 1 к 1 и заделываю этой массой все щели. По высыханию смолы, чтобы не замыливать геометрию крыла, шлифую воздухозаборники наждачной пилочкой. Для установки второго комплекта вентиляционных решеток посадочное место формирую при помощи стамески. Этот процесс требует большой концентрации и контроля усилий. Можно любым лишним движением испортить все это действие. Особенно детально исправление проработаны ниши и стойки задних шасси. На стойках предлагается удалить стандартные крепления панелей. Я же считаю, что удалять все 3 крепления глупо. После этого апгрейда панели будут крепиться на тоненьких растяжках, что не обеспечит их надежной фиксации. Поэтому я буду удалять только 2 центральных крепежа, а основной верхний оставлю, за который и будет крепиться панель. Для простоты придания нужной формы деталям исправления их нужно отжечь, после чего металл станет пластичным.
Но важно отжигать совсем недолго, не останавливая пламя на месте, иначе отравление просто сгорит. Это проверенная практика, просто поверьте мне на слово. Звезда в своем репертуаре сделала крыло-вкладыш, так что шов придется долго и нудно шпаклевать и выводить поверхность. Также в конструкции кромки крыла отсутствуют фонари. Проектирую их с учетом расположения внутри 3 источников света и печатаю на принтере. Для имитации стекла заливаю их эпоксидной смолой. Образовавшиеся воздушные пузыри выгоняю кистью. К огромному сожалению, спустя 2 суток смола так и не отвердела. По всей видимости, я что-то напутал с пропорцией отвердителя. Изготавливать их заново и ждать еще 2 суток вообще не было желания, и продолжил сборку без этой модификации. Как-нибудь в следующий раз сделаю. Вклеиваю навигационные маяки, шлифую и полирую их. Перед окраской маскирую их жидкой резиной. Задуваю крыло грунтом с целью обнаружения дефектов. В месте стыковки вкладыша крыла имеется незначительная утяжина. Вместо того, чтобы повторно наляпывать шпаклевку кистью, разбавляю ее растворителем и равномерно задуваю эту область из аэрографа. Таким образом наношу шпаклевку первый раз, и результат мне очень даже понравился. Единственное, нужно дуть ее из аэрографа с соплом 0,3 мм и выше. После шлифую эти места, убеждаюсь в качестве подгонки остальных монтированных узлов, восстанавливаю расшивку и отправляю крыло и фюзеляж на покраску. Обо всем этом расскажу уже в следующей серии. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Благодарю за ваше внимание. До скорых встреч!